Меня вдохновляет идея развития такого общества, в котором все максимально счастливы. Я знаю, что это утопия. Я понимаю, конечно, что, ну, может быть, и счастье, без несчастья оно и не было бы, наверное, да? С какой-то горчинкой, с перчинкой. С каждым днем у людей усиливается чувство эгоизма. С одной стороны, это даже хорошо. Человек начинает лучше понимать себя, любить себя, ставить свои интересы на первое место. Если он приносит пользу себе, он может принести пользу и другим. Но здесь есть важный момент. В таком подходе может возникнуть неспособность принимать других, людей другой нации, культуры, традиций, сообщества. Если отпустить этот процесс на самотек без осознанного подхода, результат может оказаться совсем не тем, которого мы хотим. Именно поэтому коучинговое мышление – мощный инструмент, который помогает грамотно и бережно работать с этим явлением. По сути, коучинг свои первые истоки берет из античной философии. Маевтика Сократа, развитие самого себя и взаимодействие с наставником из пифагорейской школы – все это легло в основу философской концепции понимания коучинга в сегодняшнее время. Меня зовут Шинар, мне скоро 50. Я мама 6 детей и имею особенного ребенка, воспитываю. И также занимаюсь утяжеленными одеялами. У меня 4 языка, у меня 3 образования. Я то есть вношу свою лепту в эту жизнь как могу. Я мама. Это мое самое большое счастье. Я мама 3 детей. И я мама особого ребенка. Ну, наверное, такое самое короткое в целом. Мне нравится мир. Нравится работать с детьми. Они очень живые, энергичные, со светящимися глазами, с чистыми сердцами. Меня зовут Карина, мне 41 год. Я мама особенного ребенка с аутизмом. Моей дочери уже 13 лет. Я кондитер. Я готовлю ПП сладости без сахара, без глютена. И очень кайфую от этого работы. В 2018 году я потеряла мужа. И с тех пор началась история выживания. Мне, как первому президенту отделения СЕФ Казахстан, выпала амбициозная и почетная миссия запустить с нуля работу общественного объединения. И благодаря группе единомышленников нам удалось реализовать и превысить все поставленные цели. В 2020 году на рынке Казахстана было основано ICF Казахстан, представительство глобальной организации коучинговой федерации. А в настоящее время
на территории Казахстана зарегистрировано официально 16 школ, которые представляют и глобальные школы, и школы узкоспециализированные, и школы, которые работают с разными коучинговыми инструментами. На самом деле коучинговые инструменты сейчас используются не только как бы коучинговыми школами, но широко используются и бизнес-сообществом. Отделение СЕФ Казахстан является общественной организацией, а это значит, что весь совет директоров, президент, вице-президент и я, как глава попечительского совета, все мы работаем как волонтеры на абсолютно бесплатной основе. Наше объединение включает коучей из 16 стран мира, ближнего и дальнего зарубежья. И на наши мероприятия подключаются как наши члены, как члены казахстанского бизнес-сообщества, мамы особенных детей, так и зарубежная аудитория. И мы рады коучам, которые хотят поучаствовать в качестве членов в наших проектах, в наших активностях, так и рады гостям, которые подключаются на наши мероприятия. Самой большой трудностью в моей жизни было обстоятельство. Это рождение моего особого ребенка. Потому что разные препятствия, сложности в жизни, ты понимаешь, что будет. Там гибель близких может случиться, болезни и так далее. И как будто бы внутренняя настороженность всякое бывало. Но такую ситуацию я не предвидела. И в моменте, когда ты должен был быть самым счастливым, ты оказался в такой ситуации, что тебя вот прям, как говорят в народе, обухом, да, или на самое дно. Это такие сложные чувства, когда у тебя на руках живой, пахнущий младенец. В общем, сложно было справляться с трудностями. Много плакали, конечно, много переживали. Я совсем ушла из социальных каких-то своих контактов, забросила свою любимую работу. Когда случались трудности в моей жизни до коучинга, я больше замыкалась. Я заглушала в себе эту боль, я не разрешала себе быть слабой, потому что на мне была ответственность, да. Я ничего себе не позволяла, и даже плакать разучилась. Вот на самом деле я просто подавляла в себе эти эмоции и говорила: так, сейчас мы не расслабляемся, нам нужно выжить, нам нужно кормить, нам нужно то уже самостоятельно. Но вот в моей ситуации сложилось так, что я год спасала ребенка, потом мы 2 года занимались очень плотной, активной реабилитацией ребенка. И знаете, когда пружина сжимается, свой стресс я не прожила в тот момент. Я его испытала, и глубоко внутри он у меня засел. И когда с ребенком, с семьей и с положением, в принципе, все стало довольно-таки неплохо, и это казалось даже успехом каким-то, в этот момент пружина выстрелила, и я, конечно, совсем себя потеряла. То есть все накопленные стрессы, которые я в себе сдерживала, они в этот момент все вот просто моментально меня накрыли. Я тогда уже не находила в себе сил, чтобы спасать себя. И ценности в себе, наверное, какие-то все растеряла. И, конечно, в этой ситуации может помочь человеку только человек. Рядом находящиеся сначала мамы, которые прожили подобные истории, папы, другие судьбы. Когда я узнала о диагнозе своей дочери, я была в потерянности. То есть я не знала, что делать, как с этим жить. То есть у меня 5 нормотипичных, отличных, талантливых детей. И 6-й ребенок у меня вот так. Это судьба такая. Но что дало именно этот ребенок?
Этот ребенок мне дал очень многое. Она меня раскрыла. Я, знаете, начала говорить, что она для меня открыла такой путь, что я начала смотреть в себя. То есть мое некое выздоровление в психологическом спектре это и ее шаг вперед в развитии. Социальный проект, который принес нам огромное количество откликов, который наполняет нас гордостью за его реализацию, это коучинговая поддержка ICF Казахстан мамам особенных детей. Данный проект был реализован совместно с общественным фондом «Мама Про», и основной его сутью была поддержка мамам, которым и так стало сложно в их жизни с их особенными детками, которые немного потеряли в своей жизни и нуждаются в такой рода поддержке, когда со стороны протягивается рука и говорят, что мы вместе сможем достичь очень многого. Данный проект длится уже 2-й год. И если мы начинали с одного только города, с Алматы, то проект развернулся намного шире, на несколько регионов Казахстана. Увеличилось количество участниц, расширился диапазон инструментов, которые применяют коучи. Также хотелось отметить, что если в первую волну мы ждали и приглашали коучей к участию в проекте, то на второй волне, а тем более на 3-й и 4-й, нам стоит просто сказать, что впереди новый старт и выстраивается линия желающих активной гражданской позиции коучей участвовать в этом проекте. И потом открылся целый мир добрых, отзывчивых людей, которые прямо смыслом и целью своей жизни поставили помощь таким, как я. Я вообще вдруг ощутила свою ценность, когда чужие люди, кто-то захотел мне помогать. Потому что в себе я, немножко растерялась. Тогда пришли психологи в мою жизнь. Тогда пришли в мою жизнь коучи. Когда мы говорим про этот проект, мы должны понять, насколько тяжелой ситуации оказались эти женщины. Это на самом деле сильные женщины. Их сила, их смелость, их бесстрашие вдохновляет и помогает нам посмотреть на себя с другой стороны. Когда мы воспитываем наших особенных детей, мы погружаемся в детей и забываем о своей собственной самореализации. В моем случае я прошла через глубокую депрессию потери своего мужа. Я не просто как-то в себя не верила, я стала социопатом, социофобом. Я перестала общаться вообще с внешним миром. То есть меня устраивал мой маленький мирок, какие-то мои свои какие-то жизненные проблемы, да. И попав вот в этот курс, да, ощутив вот эту поддержку, работу с коучем, все всплыло, вся моя скорлупа начала трескаться, я просто начала заново рождаться. Я вспомнила, что есть я сама у себя.
К Всевышнему были вопросы, были претензии, были обиды, было даже отказ от веры. Было даже такое, что нет его просто и напросто, и все. Ну, потому что иначе не было бы такого. То есть через это тоже проходили. С обидой долго боролась, долго не молилась, долго не благодарила. Мне казалось, что ну за что? Ну почему я? Ну почему? Через это все прошла. Сейчас я каждый день благодарю. Просто вот, что день прошел классно. Или даже не классно, но это опыт. И что у меня есть друзья, у меня есть люди, которые меня поддержали. Бог нам помогает через людей. Он же не приходит к каждому. У нас миллиарды. Он такой, так, нужна помощь. Раз. И посылает человека в нужный момент. Вот сидит человек, да, без жилья, без ничего, кушать хочет. Я не могу купить ему жилье, но я могу купить ему горячую еду, например. Через меня Бог помог ему. Я каждый день благодарна за прожитый день. Мы завтра можем не проснуться. Никто не знает, что будет завтра. И вот это опять-таки жить в моменте. Когда ты сначала куда-то окунулся, а потом воскрес, тебя вдохновляет сама жизнь. Люди рядом, вокруг. Вот такие люди, которые просто ниоткуда появились в моей жизни. Я жила, чтобы вы понимали, в маленьком Экибастузе, где плотность населения 150 тысяч. Это маленький городочек. Я даже не могла себе представить, что события моей жизни так развернутся. Коуч на самом деле это профессионал или эксперт, который работает на основе этического кодекса коуча и профессиональных стандартов Международной коучинговой федерации. Работает в формате диалоговом со своим клиентом для достижения целей клиента. После работы с коучем я по-другому взглянула на трудности. Ну, во-первых, они бывают разные. И, соответственно, справляемся мы с ними по-разному. Если быть в позиции жертвы, они никуда не денутся. Если это заглушать, это потом нарастает как снежный ком, и может даже выйти в какую-то вообще ужасную историю, да, как люди ломаются и так далее и тому подобное. Поэтому вот именно коучинг мне помог распределять. И теперь сейчас я рассматриваю трудность как задачу. Коучинговый подход в пифагорейской школе основывался на том, чтобы каждый человек находил в себе смыслы. Именно духовное очищение, духовное совершенство, физическое, эмоциональное, психологическое – все это давало смысл и взращивало личность. Историю со своим ребенком я вынашивала где-то 3-4 года. Я не выходила из дома, я закрылась. До того момента, когда она начала уже на меня смотреть, «Мама, ты кто?» То есть я посыла от нее слышала. И когда ученик готов, тогда и на пути встречается учитель. То есть я точно осознала вот этот момент и начала раскрываться. То есть этому мне помогала и Мама Про, и коучи. Крупной фигурой в истории развития коучинга стал Леонард Томас. Именно ему принадлежит идея создания Международной федерации коучинга, членами которой сегодня является и ICF Казахстан. Он одним из первых стал разрабатывать стандарты, обучать коучей и создал совершенно уникальное направление. Впервые был создан персональный
коучинг, который объединял в себе и спортивные направления, и бизнес-направления, и философию, и образование. Сегодня все стандарты, которые разрабатывает ICF, распространяются по всему миру, и это ключевая задача Международной федерации коучинга. Сертифицированный коуч ICF – это профессионал, который постоянно развивается. Ему нужно пройти практические часы с клиентом, минимально 100 часов, для того, чтобы пойти по пути сертификации тех организаций, которые зарегистрированы в ICF Global. Коуч на самом деле проходит несколько этапов, есть 3 уровня сертификации для профессионального коуча. Они называются как ACC, PCC и MCC. Это разный уровень наработанных часов, это разные уровни семинаров и вебинаров, которые проходят, и менторингов профессиональные коучи, и которые они подтверждают каждые 3 года. То есть на самом деле профессиональный коуч делает достаточно большую работу для того, чтобы, наверное, гордо нести это знамя профессионального коуча ICF. Если говорить о коучинговом мышлении и сравнивать, каким я был до того, как принял эту систему мышления, каким стал после, разница заметна. Даже обычное чтение книг теперь воспринимается по-другому. Например, когда читаю книги об успехе, все чаще ловлю себя на мысли: возможно, это написал коуч. Потому что чувствуется, что за текстом стоит определенная идея, системно оформленная, выстроенная логика. Иногда кажется, что кто-то просто озвучил идею, а коуч придал ей структуру и глубину. Да и в сфере образования, если вдуматься, многие подходы, которые сегодня нам действительно нужны, как будто бы были найдены именно через коучинговое мышление. Уникальность коуча ICF на самом деле это то, что каждый коуч имеет свою нишу, работает в той области, где является профессионалом, имеет предыдущий опыт. Потому что для коуча ICF тоже очень важно не быть коучем для всех, а быть коучем в той области, в которой ты на самом деле очень хорошо разбираешься и можешь поддержать своего клиента в достижении его результата. Коучинговое мышление – это живой процесс. Чем больше его применяешь, тем глубже оно развивается, адаптируясь ко времени, к ситуации, к человеку. Это не инструмент, который со временем устаревает. Это система, как родник, она продолжает течь, находя свое русло, подстраиваясь под окружающую среду, но сохраняя суть. Мы мечтаем, чтобы каждый, особенно в паре, в семье, принял такую систему мышления, строил отношения через коучинговый подход, чтобы учителя использовали этот инструмент в работе с учениками. Хочется, чтобы руководители мотивировали и вдохновляли свои команды на достижение результатов, веря в потенциал каждого сотрудника через коучинг. Если бы каждый человек, прежде чем приступить к какому-либо делу, применял коучинговый подход, результат выглядел бы совсем иначе. Мы искренне верим, наступит день, когда коучинговый подход станет частью культуры, и мы с нетерпением ждем этого момента. Через знакомство со специалистами компании ICF я оказалась в личном коучинге, и я была поражена, как много может дать это личностное общение для собственного внутреннего развития. Если говорить о коучинге, в том виде, в котором сейчас он развивается, мы должны обратить внимание на 70-е годы 20 века. Конечно, Тимоти Голви, тренер, профессор Гарвардского университета, нашел метод развития внутренней игры. Ведь когда игрок начинает, он работал с командой теннисистов, и когда обратил внимание на то, что пока ты ведешь разговоры внутри себя, тебе очень много отвлекаешься, пока ты не найдешь те ответы, которые у тебя находятся в процессе игры. И Тимоти Голви сказал, что нет более грозного соперника, чем тот, который находится у тебя внутри. Когда я стала просыпаться, пробуждаться из этого тяжелого сна,
у моего ребенка пошел прогресс. И когда я поняла, что вот люди, готовые нам помочь, коуч, как она меня поддерживала, я вообще была в шоке. То есть первые разы я не понимала, что она от меня хочет, вот что ей надо, какие-то вопросы. Я ей говорила, завтра я отвечу, я подумаю, я отвечу. А оказывается, нужно было в моменте. Вот что пришло, и когда она вот это все раскрыла, распечатала меня, вот я начала получать кайф, и все, и меня не остановить. Сократовская маевтика. О чем это? Умение задавать вопросы. Именно в этом лежит большой, глубокий смысл коучинга. Сократ говорил, что все ответы есть у нас в голове. И когда задают вопрос, мы не получаем ответ извне, мы находим его внутри, в своем внутреннем сознании. Именно чистая, истинная мысль, она приходит только тогда, когда начинает взаимодействие человека с самим собой. Коучинг научил ставить цель. То есть, если ее не будет, вы непонятно куда, на какой этаж вы поднимаетесь, сколько вы будете. Вы можете перегореть по пути, даже не дойти куда-то, и куда вы не знаете. Да? А именно вот эта цель, она дает конкретику в решениях, вот этих ступенях, шагах, принятии решений. И вот этот путь, он может быть разный. Сюда не получилось, раз, пойдем другим путем. И это тоже все научил меня коучинг. И если, допустим, сейчас у меня нет сил, вот я хочу что-то, а у меня нет сил, ничего страшного, цель, она никуда не денется. Это тоже меня научил коучинг. Во-первых, нужно сказать, что я поверила в себя, что есть я как человек, у меня есть какие-то ценностные интересы, способности, там, у меня появились мотивы жить лично, развиваться лично. Я вдруг вспомнила, что Господь Бог меня своими талантами оградил не только спасти ребенка, но и развиваться в своей профессиональной деятельности. И у меня загорелись глаза новыми целями и новыми задачами в жизни. Вот. Я думаю, что в целом я как личность вернулась в себя и приобрела больший масштаб. Если говорить конкретно об ICF Казахстан, у нас есть своя миссия в отделении. Это делать себя, других и общество лучше. ICF Казахстан является частью глобальной организации ICF, Международная федерация коучинга, которая является самой крупной профессиональной ассоциацией, объединяющих коучей во всем мире. В нее входит более 50 тысяч членов по всему миру. А это означает, что они подтвердили свое обучение, свой опыт, сдали профессиональный экзамен и получили подтверждение для профессиональной работы с клиентами. ICF работает более чем в 150 странах мира
И каждая страна реализует свои абсолютно уникальные проекты и обменивается опытом. За счет этого ICF является мощной базой для развития вашего профессионального уровня и компетенций как коуча. Чем отличается ICF от других профессиональных сообществ коучинга? Безусловно, это золотые стандарты Международной федерации коучинга, которых придерживается каждый профессиональный коуч, этические стандарты, которых мы берем за основу нашей профессиональной деятельности, и постоянное обучение, развитие, которое никогда не заканчивается у профессиональных коучей Международной федерации коучинга. ICF Казахстан реализует глобальный принцип ICF – это внедрение коучинговых технологий во все сферы жизни, а также отвечает за высокие этические стандарты, подтверждает набранное количество часов и опыта коучами и организует постоянные мероприятия по повышению квалификации, обучению коучей и всех желающих, кто хочет узнать больше о профессиональном коучинге. Поэтому важно правильно понять. Коуч подходит к своей работе с глубокой ответственностью, с искренней заботой и с высокой степенью профессионального мастерства. ICF Казахстан занимает чрезвычайно важную роль в развитии профессионального коучинга в Республике Казахстан. И перед отделением стоят 3 основные роли. Это внедрение коучинга по международным стандартам, это локализация коучинга по стандартам ICF на казахском языке, и третье важное направление – это сделать коучинг доступным инструментом для широких слоев населения, а значит, это важные социальные проекты. Говоря о ключевых инициативах чаптера ICF Казахстан, мне хотелось бы отметить о самых значимых проектах, которые мы осуществили. Одним из таких проектов был Бызбыргемус. Это было посвящено после кантаровских событий. Дело в том, что очень большое количество людей обращалось за помощью. И наши коучи с активной гражданской позицией предложили эту идею предоставить бесплатные, так называемые в нашей среде пробонно коуч-сессии для всех желающих. У нас была открытая линия, и этот проект был одним из первых, который пользовался огромным успехом и поддержкой всех членов отделения. Одной из ключевых инициатив, которых мы реализуем в рамках ICF Казахстан, это популяризация коучинга на казахском языке. В этом году, в январе месяце, в Совете директоров у нас появилась роль директора по развитию коучинга на казахском языке. И в первую очередь это связано с тем, что в последнее время мы получаем большой интерес в сторону коучинга на казахском языке от казахоговорящей аудитории. Это лишь говорит о том, что те ценности, которые транслирует ICF Казахстан, глобальные ценности ICF Global, они набирают обороты. И мы хотели бы сделать доступными те ценности коучинговые для народа, для жителей нашей страны. Необходимость возникла не только для тех, кто хочет изучать коучинг на казахском языке, но и для тех, кто в будущем планирует сдавать сертификационный экзамен, становиться коучем и затем оказывать коучинговые услуги исключительно на казахском. В этом направлении нужно было создать соответствующие условия, и в этом году мы начали этот процесс. Первый этап, который мы провели, переводы документации всех стандартов и компетенций коучинга ICF на казахский язык. И также в социальных сетях ведутся проекты, например, такие как «1 час с коучем», «Коучпен өткен бір сағат», куда мы приглашаем экспертов, профессиональных коучей, работающих согласно мировым стандартам, и тех, кто практикует в том числе и кросс-культурный коучинг. Придя в ICF, мы поняли одну важную вещь. У каждого коуча есть свой уникальный стиль. И вот задумайтесь, если у одного коуча может быть свой собственный стиль, то почему бы всему казахскому обществу, казахоязычному сообществу не иметь свой особенный коучинговый стиль? Конечно, это возможно. И самое интересное, ICF это поддерживает. Потому что они, как и мы, понимают, многообразие – это наша ценность.
Это один из элементов красоты и богатства мира. Поэтому ICF не просто дает коучинговые стандарты, он также открыт к тому, что казахское общество со своими пословицами, своей мудростью, менталитетом и системой мышления может привнести что-то свое в коучинг ICF. Более того, именно через коучинг общество развивается. И в этом развитии оно вносит вклад и в сам ICF, делая его еще богаче и глубже. Самим фактом прихода в мою жизнь этого малыша, я думаю, что вот он изначально, я так восприняла с самого вот первого дня, с момента, когда мне сказали диагноз, что это пришел учитель. Но все равно мы все проходим все стадии принятия, горевания, отрицания, почему я, за что мне, Господь, ты есть или нет и так далее. Сегодня, да, я вижу, что мир, вот глазами той жизни, которую я проживаю с ребенком, я вижу, что мир, он гораздо ценностней таким, какой он есть. Что все, что задумано, оно не зря. Что все, что происходит, оно во благо. И даже самые сильные стрессовые моменты, они делают нас лучше, они нас делают сильнее, они нас раскрывают. В один момент я вообще забыла, что такое чувствовать. То есть все говорят, ой, там у меня депрессия. А на самом деле мне там грустно, я там не хочу то, не хочу сё. На самом деле депрессия – это безразличие. Когда ты не чувствуешь ничего. Тебе все равно. Жарко, холодно. Есть какие-то физические потребности покушать, да, там, одеться потеплее, чтобы не заболеть, все. И день за днем это просто тянется, день за днем, и ты даже не понимаешь, что было вчера, потому что один день сменяется другим, он похож. И так у меня было несколько лет. Представляете, я когда оборачиваюсь, я даже не помню, как это было, что было, каких-то моментов. Но когда я начала выходить из этого состояния, медикаментозно, то есть ничего не помогало. Настолько был упадок всех гормонов счастья, их не было вообще, никаких запасов. И вот на тот момент понадобилось медицинское вмешательство, именно антидепрессанты, да, они какие-то легкие, в чистом виде гормон счастья. Это не значит, что там как-то психически, да, у меня повернулось. Просто организм не вырабатывал гормонов счастья вообще. Это сложно понять, пока не почувствуешь. И не дай бог кому-то почувствовать. И когда стали приходить, наполняться, насыщаться мой организм вот этими гормонами счастья, я заметила, какая зеленая трава. Представляете? Какая хорошая сегодня погода. А пойду-ка я прогуляюсь. И вот в тот момент я поняла, что счастье – это такие энергетические потоки. Они есть везде. И однажды я сидела просто в кафе, и нам дали брошюрки. И там смотрю, танцы, индивидуальный урок в подарок. И я пошла танцевать. То есть настолько это меня прям зацепило. И я думаю, это, наверное, я дочке аватар, что она хочет, я это воплощаю в жизнь. То есть это вот такой один маленький мой секрет. То есть я в тишине, когда я сижу одна, я всегда так думаю. То есть ее руками, ее эмоциями, то, что она не сможет воплотить в эту жизнь, мне кажется, в моем возрасте я это делаю.
está el porqué de mis ansias y mi fe? ¿Dónde la razón de mi intensa desazón? ¿Dónde? Sino en tus sueños que me alientan tanto, sino en tus labios que al brindar su encanto me dan la fuerza de luchar por ti. Аплодисменты великолепным дуэтом. Ваши аплодисменты для Абди и Шинар, пара номер 13. За звание победителя турнира в этой категории наравне со всеми остальными. И я, знаете, я больше стала любить людей, таких разных. Я больше стала в разных людях принимать их особенности, потому что начинать-то надо с себя. Хочется, чтобы принимали твоего ребенка таким, какой он есть, а начинаешь с себя. И ты начинаешь взвешивать все время вот это оценочное суждение. Он, наверное, учит нас безоценочно любить, безоценочно принимать. И все, что есть, оно прекрасно. То есть всеми органами чувств мы собираем эти искорки энергии, которые есть везде, во всем. Просто мы их не замечаем. И вот это вот и умение замечать, и вот эта замечательность и есть счастье. Оно в мелочах. Я хочу сказать, что я более счастлива сейчас, как мама особого ребенка, чем тогда до него. Я читала много историй, когда мамы пишут: «Моя жизнь с рождением особого ребенка поделилась на до и после». И я вот сегодня взвешиваю то, что было до, и то, что сегодня после. Не было ни одного события, что ли, в той жизни, которое бы так на меня повлияло. Моя жизнь развернулась на 360 градусов. Я совершенно изменилась внутренне, личностно. Вокруг меня, просто, я не знаю, сногсшибательно изменилось окружение. Изменилось все пространство, и цели, и задачи. Да все изменилось. Жизнь изменилась, она стала ярче, шире, глубже, интересней и ценностней с появлением моего особого ребенка. Я однозначно счастлива. Если бы меня спросили, что ты хочешь поменять в этой жизни, я бы сказала: ничего. Кросс-культурный коучинг играет очень важную роль в нашем глобализированном мире для того, чтобы мы могли партнериться с другими народами, создавать совместные проекты. Во-первых, коучинг помогает принять человека таким, какой он есть, независимо от его возраста, социального статуса, занимает ли он руководящую должность или работает на простой позиции, какова его вера, пол и другие особенности.
Главное – видеть в нем человека и строить с ним отношения с уважением к его личным границам, никогда не переходя черту, не допуская дискриминации или недопонимания. В этом плане коучинг по-настоящему мощный инструмент, особенно когда речь идет о кросс-культурном коучинге. Мы искренне верим, что он может стать настоящим лекарством от многих социальных болезней. Для того, чтобы кросс-культурный коучинг вообще случился, очень важно понять, вот коуч, который задает вопросы своему клиенту, представителем какой нации он является, представителем какой культуры он является, и хорошо ли он понимает и осознает свою идентичность. Вот это очень важно. Для чего? Для того, чтобы уметь принимать человека, который сидит перед тобой, и он является представителем совершенно другой страны, носителем другой культуры, религии, расы и так далее. Потому что коуч — это в первую очередь личность, и коучинг — это об уникальности, о раскрытии уникального потенциала каждого человека. Очень важно создать доверительные отношения, ведь кросс-культурный коучинг, он стоит на доверии. И когда есть вот это доверие, это чувствуется, и возникает вот этот вот кросс-культурный процесс, обмен опытом, взаимный рост, взаимное обогащение на уровне партнерства, да, партнерство на равных. Вот если на глобальном уровне рассмотреть кросс-культурный коучинг и его влияние на формирование современной жизни, в казахском языке есть такое крылатое выражение, принадлежащее великому писателю, поэту Абаю Кунанбаеву. «Атаңның баласы болма, адамның баласы бол». То есть не будь сыном своего отца, будь сыном человечества. И очень важно обратить внимание на эти слова. В коучинге мы помогаем, в кросс-культурном коучинге в частности, мы помогаем в целом людям, обществу стать еще более человечнее, чтобы каждый человек мог разбудить внутри себя вот эти глубинные ценности. Сегодня я являюсь руководителем детского центра, и мы там как раз-таки реализуем инклюзивные программы. И сейчас мы мечтаем о открытии начальной школы. И как мы к этому всему пришли? В какой-то момент я поняла, что, знаете, такой есть у всех особых родителей есть такой страх, он не только мой личный. Ты к этому приходишь в какой-то момент, сначала думаешь, а как он будет есть? Вот он начал есть сам своей рукой. Потом думаешь, а как он будет ходить, а как он будет дружить? И пока ты рядом с ним, как ангел, который его спасает от всех ситуаций, все кажется, что все решимо, все можно победить, все можно отстоять, можно достичь главных вещей, чтобы ребенок был здоров, был счастлив, был сыт. Но в какой-то момент возникает вопрос, а как он будет жить без нас? Когда-то нас не станет, а он навсегда с его особенностью, с его инвалидностью. И вот это, наверное, такой поворотный момент, когда ты задаешь себе сложный вопрос. А что ты можешь сделать и предпринять? Но это нужно начинать когда-то. И мы сейчас как раз стоим у истоков, у начала. И вот это вот... то есть все, что я смогу вложить в это, да, чтобы нашим таким детям, особенным людям с особенностями, это для нас они особенные, да, а они-то рождаются и думают, я вот такой. Вот, поэтому я буду вкладываться в то, чтобы доносить до людей, что это такие же люди. Не надо их жалеть, да, то есть они не понимают, зачем вы меня жалеете, у меня все нормально, да, нужно просто вот безусловно их любить. Ни за что, просто за то, что он человек. Мы учимся у них. То есть для нас вот эти ценности какие-то, деньги, золото, часы, машины, да, какие-то вот потребительские, скажем так, а для них нет. Для них совсем по-другому все. Для них, вот у них нету я даже не могу это объяснить. Вот сейчас я не могу это объяснить, это надо чувствовать. Они не делят людей. Красивый, некрасивый, плохой, никакой. Для них все люди одинаковые. Да. Они всем доверяют.
вот даже с какой-то наивностью. Вот. И поэтому мы даже должны немножечко поучиться, потому что мы немножко потерялись, сделая акцент на ценности не духовные, а материальные. Вот. Может быть, нам, наоборот, Вселенная хочет показать, посмотрите, вот посмотрите на вот эту безусловность. Они же безусловные, в них нету вот этой злости, да, на кого-то, они настоящие, они не притворяются. Для них деньги – это ничто. Родились очень сильные, большие, наверное, цели создавать общество вокруг, максимально поддерживающее, принимающее, отзывчивое, толерантное. Мы его называем просто инклюзивное общество, когда люди видят от сердца к сердцу, видят личность в каждом, видят независимо от особенностей, ценность каждого, кто есть. Потому что он уже есть. И вы знаете, за то время, пока он живет со мной рядом, я увидела не только ценность этого ребенка с поломанными генами, да, и ценность других детей с другими диагнозами. Они приходят в нашу жизнь с какой-то особой миссией, что ли. У них особо добрые сердца. У них такая способность быть нам учителями. Они меняют наши ценности. Ну вот, и мы, конечно, заразились идеей создавать общество, в котором нашим детям будет комфортно, в котором они смогут жить, а я со спокойной душой уйду. Это мамы, которые прошли курс психологической поддержки на базе общественного фонда «Мама Про», которые прошли курс «Основам предпринимательства». Значит, это те мамы, у которых есть мечта. Мечта открыть свой бизнес, чтобы быть более сильными, более смелыми и готовыми ко всем другим преградам на их пути. Я стала делать маленькие такие маршмелки в виде зверушек для детей. Очень хорошо у меня пошло. И когда уже переросло это в бизнес, я попадаю в «Мама Про» и прохожу предпринимательский курс. То есть это было мое первое знакомство с особенными мамами, с фондами, которые помогают именно мамам. Пройдя этот курс, они в меня поверили, поддержали, и я выиграла грант на развитие бизнеса. Выиграв этот грант, я не бизнесмен, я не знала, что делать с ним дальше, как расти, как масштабироваться. «Мама Про» объявляет о наборе в курс. А на тот момент я не знала, что такое коучи. Я не знала вообще, что будет на нем. Да, мне хотелось саморазвития, мне хотелось вот этого масштабирования, у меня была жажда знаний. И когда мы говорим о наших мамах и о развитии нашего сотрудничества с общественным фондом «Мама Про», мы говорим о том, что мы до сих пор и поддерживаем, и будем поддерживать наших мам в их тернистом пути по созданию и развитию их бизнеса, по поддержке их веры в себя и веры в коучинг. Да, у меня есть индивидуальное предпринимательство, то есть я занимаюсь утяжеленными одеялами, которые улучшает, который восстанавливает человека. Как товар я его вынесла в наш казахстанский рынок. Я сделала патент на этот товар в Казахстане и выиграла гранты. То есть я в полном мере спустя очень короткое время стала предпринимателем, хотя я была просто домохозяйкой. По результатам первой волны проекта, это был самый бурный по эмоциям этап нашей коучинговой поддержки, все участницы, которые дошли до конца, отметили, насколько им коуч и коучинговая поддержка помогли поверить в свои силы. Они нашли в себе ресурсы продолжать свои действия, они поставили конкретные цели, и мы можем с гордостью сказать, что определенная часть наших участниц достигла X2, X3, X5
опять в развитии своего бизнеса. Вообще, я себя вижу успешной. Я себя вижу не то чтобы какой-то звездой, да, но именно самореализованной. Я сейчас делаю то, что мне нравится, и это нравится людям. Как это помогает моей мечте, да, допустим, у меня есть мечты какие-то. Я когда начинаю рассказывать про свое дело, от которого я питаюсь, да, вот этой энергетикой, вот этим счастьем начинаю делиться, люди это считывают и заряжаются, да, то есть даже на физическом уровне энергообмен происходит. Вот это как раз и про любовь, и про счастье. Я приношу эмоции людям, себе доставляю, да, удовольствие, еще и людям эмоции, еще и это про здоровое питание, да, то есть я забочусь о людях, о детках, у которых, возможно, это даже не прихоть какая-то, не мода на вот это ПП, да, а именно физиологическая потребность, что нельзя глютен, нельзя сахар, да. Вот, поэтому я хочу расти. Какой-то вершины, конечной точки у меня нет. Я люблю мечтать безгранично. Во что это перейдет дальше, я пока не знаю. Следующая моя цель – это мастер-классы. То есть я хочу делиться знаниями накопленными. Я думаю, что еще много чего меня ждет. И я надеюсь, что я, вот, как говорится, оправдаю, может быть, и получу от этого кайф. Я полностью, вы знаете, я изменилась настолько, что я сама себя не узнаю. Ежегодно мы наращиваем количество мероприятий, увеличиваем количество членов и успешно развиваемся. Чаптер ICF Казахстан реализует очень много локальных проектов. Среди них поддерживающие и самих коучей. Потому что самая основная задача ICF — это постоянное развитие, оттачивание мастерства. Именно в рамках этих задач ежегодно наш чаптер проводит локальные проекты. Один из них — это On Air. On Air был проект по публичным выступлениям наших коучей, именно в стиле TED. Передавать свою историю через личное прожитие своего успеха — это была та основная цель, и доносить о ценности коучинга с позиции простого, ясного и понятного языка каждому человеку была основной задачей нашего проекта. Ежегодно общественное объединение ICF Казахстан проводит порядка 50 мероприятий, включая профессиональные мероприятия со звездами мирового коучинга, с коучами ICF Казахстан, круглые столы для бизнеса, конференцию «Международная неделя коучинга», которая знакомит широкие массы населения, бизнес, студентов, академическую общественность с инструментами и технологиями коучинга, и ряд других мероприятий, включая День открытых дверей коучинговых школ, где все желающие могут познакомиться со всем многообразием подходов
от мейнстрима и международных крупных школ до узконаправленных нишевых школ, реализующих свои экспертные направления. Помимо On Air был проект и Мастериада. Этот проект уже проходит 2-й год. Его уникальность высокая в том, что реализуются не только потенциальные возможности каждого коуча отделения, потому что каждый коуч выступает в нескольких ролях. Это и сам коуч, и коучи, и супервизор, и ментор. И в каждом проекте, и с каждым проектом коуч развивается, делится своим мастерством. А это самая основная задача взаимообогащения, поддержка друг друга. И мы все единомышленники. А единомышленники — это не только люди, которые одинаково мыслят, это люди, которые делают одно общее дело. Особенно хочется подчеркнуть, что ICF Global принял во внимание наши локальные социальные инициативы и отметил нашу поддержку мам особенных детей премией Debut Awards. А в мировом пространстве мы входим в 3 лучших. Учитывая молодость нашего чаптера, это, несомненно, является величайшим достижением на текущий момент. Коучинг очень помогает людям в первую очередь развивать внутри себя общечеловеческие ценности, на которых стоит Международная федерация коучинга. То есть это уметь партнериться, уметь сотрудничать, это доверие, уважение, взаимное обучение и обмен опытом. И когда вот это все происходит, то человечество, то есть наш социум начинает развиваться в правильном направлении и предвидеть будущее, создавать великие проекты и исследовательские работы, которые делают такой прогресс, да, приглашают человека на несколько шагов вперед. Мечта, она может быть, вот я хочу, например, на танго-фестиваль возле моря. Это не мечта, это просто проживание. А мечта, наверное, просто наш путь и ничего не отвергать, и принимать жизнь и с плюсами, и с минусами, позитивом и негативом. То есть, когда ты проживаешь все это в моменте, то ты становишься собой. В каждой букашке есть смысл на этой земле. Вот я хочу свой смысл пронести достойно. Пусть у меня будет какой-то след не в мировой истории, да, а в какой-то своей. Вот. Но я хочу оставить хороший след в истории. И я вот сейчас заплачу. Вот это будет моя благодарность за все, что мне дал Бог на моем пути. Если бы сейчас мне предложили, там, я не знаю, ангелы сошли с небес и предложили на выбор все, что я бы захотела, я бы хотела, чтобы мой ребенок был здоров, чтобы он никогда не болел и чтобы он был счастлив. И мне хочется, чтобы он реализовался в этой жизни, чтобы его ценность раскрылась, чтобы люди увидели, какой он интересный, забавный мальчуган. Я бы хотела видеть его... Я бы хотела, чтобы он прожил жизнь обычного человека, потому что ему все на самом деле доступно. Вся красота мира, люди вокруг, любовь. Это все имеет такую огромную ценность. И семья, которая нас поддерживает, и люди. Ну, в общем, если говорить не поэтично, то простыми словами рождение этого ребенка поменяло мои взгляды на жизнь и, конечно, мои ценности. Когда-то мы стремились заработать больше, прыгнуть выше, бросить дальше. А сейчас мы видим счастье в простом. И оно, наверное, самое настоящее.